Всем привет, с вами Катя и Саша, и это наш проект Free Fem Krav Maga. Мы будем рассказывать вам о том, как правильно бить, избегать, наказывать. Но на самом деле мы будем рассказывать вам, как правильно защищать себя в каких-то экстренных или трудных ситуациях, в которых, кажется, выхода нет. Но на самом деле выход есть. И начнем мы сегодня, точнее продолжим с ударом коленом в пах, который помогает решать проблемы на ближней дистанции. Я покажу на Саше, что такое удар коленом в пах. Ну и что? Покажи уже. Соответственно, это очень сильный удар, который может хорошо встряхнуть оппонента, даже если вы не попадете в пах. Но если вы правильно вложите в него свою массу, то человеку будет очень неприятно. Если он попадет по ребрам, он сломает ребра. Если он попадет по лицу, он сломает лицо. Если он попадет в пах. Итак, ударная поверхность. Место чуть выше нашего колена. Где-то вот здесь. Мы должны понимать, что этот удар наносится не ногой, а всем телом. Мы должны взять инерцию всего нашего тела и еще немножечко от земли. И полностью всю эту энергию вложить в наш удар. Во время удара мы немного разворачиваем таз, мы бьем как будто тазом. И вместе с этим разворотом у нас нога идет как бы за бедром. Догоняет. Догоняет. Когда мы рассказываем про контроль, мы должны сказать, зачем он нужен. Он делает удар сильнее, он позволяет нам лучше целиться, и, соответственно, нам нужно рассказать, куда мы можем целиться. После хорошего удара коленом он немножко либо нагнется, либо присядет, либо еще что-то сделает такое, что даст нам несколько секунд на выбор, что мы делаем. Либо убегаем, что может быть преждевременно, либо добавляем несколько ударов, чтобы быть уверенными, что у нас есть достаточно времени на то, чтобы убежать. Соответственно, после первого удара человек сгибается, мы выходим на контроль. Зачем нам нужно? Чтобы прицельно бить в болевые точки и уязвимые места. Для того, чтобы выполнить контроль, мы прихватываем человека с одной стороны, правой рукой, раз мы бьем правой ногой. Мы хватаем жестко за шею, не растопыривая пальцы, объединяя пальцы. Мы жестким таким крюком как бы цепляемся за шею. Вот такое вот у нас с одной стороны. Второй рукой мы берем за что только попадем. Одежда, вцепляемся в кожу, в мясо, это может быть там зимняя куртка. Или просто кладем руку, да. Или просто кладем руку, то есть эта рука нам нужна как бы упорно. Здесь мы хватаем. И как бы подтягивая человека на себя, то есть по сути мы не только бьем коленом, а руки держим, мы как бы руки кидаем вниз. Удар становится значительно сильнее. Обратите внимание, после каждого удара коленом я возвращаю ногу на место для того, чтобы как бы взять сил от земли для следующего удара. Что делать, если человек подходит к нам слишком близко, а мы по какой-то причине прозевали момент, когда нужно бить в пах? Здесь, во-первых, мы не пытаемся его оттолкнуть. Взрослого сильного мужика в 2 раза тяжелее нас мы просто не оттолкнем. Мы аккуратненько опускаем руки вниз, а дальше используем такое замечательное движение. Ставим так вот руки лодочкой, так, и делаем такой небольшой толчок в пах. Нам он нужен не для того, чтобы ударить, нам нужен для того, чтобы получить небольшую дистанцию, чтобы после этого спокойно, равномерно бить в пах. На чем можно отрабатывать удары в домашних условиях с подругой или даже без нее? Такие снаряды используют в израильской армии солдаты для отработки каких-то техник, если у них нет под рукой каких-то специализированных груш или болванчиков. Друзей солдатов, да. И солдаток. Ага. Поэтому они используют рюкзаки, набитые чем-то, тряпьем, либо спальники. Спальник тоже отличный вариант. Единственное, он чуть-чуть может быть легковат. А вот рюкзак, набитый чем-то плотным, отличная, хорошая идея. Единственное, если будете отрабатывать на рюкзаке, обратите внимание, что об всякие вот застежки можно поцарапать ноги и вообще повредить себя, поэтому отрабатывайте лучше на более мягкой стороне. Спасибо, что живой.
С вами была Катя И Саша. и наш проект. Free Fem Krav Maga. Пока! Пока!